Ну вот, наконец-то, ребята, пришло время опять выходить в эфир. И выхожу в эфир я не с пустыми руками. Наконец-то, друзья, вот наконец-то Паша из компании DP Labs выточил нам все необходимые детали для изготовления монокока гоночного болида. Они вот здесь внутри. Но есть один очень интересный и непонятный для меня нюанс. По 3D модели они должны весить 12,5 килограмм, а здесь написано 19,8. Я вот что-то только не могу понять, это то ли фиаско, братан, то ли что-то там внутри еще есть дополнительно положено. Ну, может, Дмитрий Павлович что-то подложил туда, может быть, какую-нибудь титановую болванку, например. Ну, либо я неправильно рассчитал, ну точнее программа неправильно рассчитала веса этих деталей. Сейчас мы будем смотреть, разбираться, буду вам показывать, что там к чему, что куда и как, что как устанавливается, где стоит, для чего те или иные элементы деталей. Также мы еще будем их в дальнейшем немножко, я так думаю, облегчать, если они такие вот тяжелые оказались. Ну, в общем, ребята, давайте смотреть и разбираться, что же там внутри и как оно выглядит. Очень-очень интересно, но я ждал, ничего не распаковывал, чтобы были все эмоции, все было на месте, все запаковано, друзья, все в идеале. Хрупкое, не терпится. Ничего себе, какие они гигантские, просто жесть. Так, это первая. Ну, вроде не тяжелая, ребят. Ну, вроде легкая она. Вот, смотрите, какая железяка. Офигеть. Довольно-таки прочная. 2300. Ну, не тяжелая, отлично. Фух, отлегло. Смотрим дальше. А дальше у нас вот, смотрите, какая роскошь. Это уже тяжеленькая какая-то. Пока издалека показываю, друзья, потом будем все рассматривать более подробно. 4 килограмма, какая-то мега тяжелая. Ну, я думаю, мы найдем, что здесь облегчить. Так, ну это опять легенькая, 2,3 килограмма. Ну не знаю, что тут на 19 килограмм, вообще непонятно. Идем дальше, вот такая штука есть, вот, крутейшая вещь, прям плита-плита. Смотрите, в чем вся фишка, здесь есть резьба. И резьба очень точно выполнена под углом. Мне останется сделать дополнительные детали на токарке. Вот. Ну и все должно будет сойтись. Возможно, у меня даже есть такие калибры. Так, сколько весит оно? 2 килограмма, легкая. Я смотрю, что здесь больше деталей, чем надо. То есть есть двойная деталь. Да-да-да. Это именно так. Вот эта деталечка, она легкая, опять же, 1,5 килограммчика. Ну и еще есть у нас две одинаковых детали. Одна не особо получилась. Паша ее переделывал. Блин, сколько же здесь работы, это просто шок. Ребят, вы не представляете, тут просто нереальное количество работы, нереальное количество затраченного времени и нереальное количество сточенного материала. Просто тут, ну просто что-то необыкновенное. Каждая такая плита, она весила в 10 раз больше, чем на выходе. Вот вы себе только это представьте. Одну можно будет повесить на стенку, потому что они одинаковые. По деньгам, я думаю, здесь работы примерно чуть меньше, чем на 1 000 000 рублей. Ну, мне так кажется. Уж очень здесь много работы, друзья, выполнено на 5-осевом координатном станке ХААС. Благодаря всей этой роскоши у меня появляются просто безграничные возможности по количеству работы, которые я могу теперь производить, дабы закончить строительство гоночного болида. Я, в принципе, могу делать теперь все сразу.
и монокок, и все навесные детали, и все компоновать в кучу и, так сказать, завершать проект. Посчитал все веса деталей, получилось 15 килограмм 300 грамм, что уже не так уж и плохо. А то 19 800 меня смутило, если честно. Ну что же, друзья, эйфория от увиденного у меня потихонечку проходит. Теперь мне хочется систематизировать все свои мысли и очень-очень-очень доходчиво рассказать вам, для чего я выбрал именно такую концепцию, где стоит каждая конкретная деталь, чтобы вы могли понять, почему я именно так все сделал, а не как иначе. Ну, то есть здесь, как я вам уже много тысяч раз говорил, все продумано и сделано не просто так. Например, такая концепция, она более утяжеляет гоночный болид, и можно было бы в принципе сделать его немножечко полегче. Я так думаю, что килограмм на 5, на 8 он был бы легче, если бы я делал монокок именно с закладными деталями. То есть я вставлял вот такие кусочки. Вставлял лишь части в углепластиковый монокок, и все бы держалось на углепластике. Но почему же я поступил именно так? Почему я решился? Почему я захотел сделать именно вот, чтобы были уже готовые, спозиционированные точки крепления? Как вы думаете, почему? Мне кажется, тут вообще не трудно догадаться, друзья. Да чтобы можно было как можно легче все это собрать в итоге. И мало того, при легкости сборки, чтобы оно еще и было высокоточное. Потому что оно, в принципе, все легко собрать. Но даже если мы используем какой-то неточный сварной кондуктор, у нас плюс-минус миллиметр-два, это в лучшем случае туда-сюда гуляет. Да, оно может быть и не так уж-то и важно, если у нас куда-то там этот миллиметр другой прогуляет. Но все же хотелось сделать прецизионно и высокоточно. Но на самом деле мы здесь видим не 4 точки крепления высокоточно спозиционированные, а на самом деле, друзья, здесь 8 точек спозиционированы высокоточно, плюс еще вот эти части спозиционированы, плюс еще вот здесь крепится у нас стабилизатор поперечной устойчивости, это задние части. Здесь у нас тоже есть крепление для стабилизатора поперечной устойчивости. Это крепление рулевой рейки. Тут еще какие-то крепления, ну, по-моему, тоже для рулевой рейки. И также высокоточно спозиционированы крепления двигателя. Вот они, углубления, вот они, отверстия. Вот здесь есть отверстия, через которые вставлять болты. Их надо, кстати, немножко увеличить. Что-то я подзабыл. Ну, я, ребят, делал максимально упрощенно, чтобы это было как можно проще изготовить. Даже на Хасе есть некоторые вещи, которые изготовить довольно-таки сложно и запарно, надо много заморачиваться, много моделировать. Я старался все-таки облегчить ребятам жизнь, чтобы жизнь не была настолько больной, чтобы можно было как можно проще сделать. Вы не поверите, но самую большую боль вызвали вот эти углубления. Я задумал, чтобы там сидели подшипнички, чтобы у меня стабилизатор на подшипничках вращался. И вот это было сделать довольно-таки сложно, потому что вот так не подлезешь, а фрезой как-то ковырять, сами понимаете, не так-то просто здесь проковырять. Но вот как я смотрю, удалось очень маленькой фрезой сделать высокоточные углубления. То есть это бугеля, сверху еще будут бугеля, которые мне уже самостоятельно нужно будет делать. Здесь, как вы понимаете, тоже нужны будут бугеля. Но здесь я уже учел, я сразу углубления не планировал. Я уже сделаю бугеля сразу готовые, так сказать, чтобы прикрутил и сразу там был подшипник. Здесь я уже немножко упростил. И я уже в принципе знаю, что мне надо делать и как проектировать модель, чтобы она подходила под ЧПУшку. Ребят, это тоже очень важно. Не всякие модели можно ЧПУшить. То есть появляются закрытые карманы всякие. Вот эту вещь я полностью переделывал, потому что я тут наворотил такого, что ее было просто невозможно изготовить. Потому что есть потаенные карманы, понимаете? А она, видите, какая здесь
с подвыпертом, там внутри такие вот углубления. Ох, ну очень модная деталь. Она сделана такой модной, то есть здесь уши не торчат наружу, а уши внутри. Для того, чтобы можно было ее сделать более крупную. Чтобы формы кузова были более плавные. Потому что если бы она узкая была, там в районе двигателя было бы очень резкое расширение. Все это было бы некрасиво и с карбончиком труднее работать. Ну, в общем, одни минусы. Поэтому пришлось именно проектировкой создать такую хитрую форму, чтобы все получилось. Да уж, ребята, тут рассматривать и рассматривать. Какая великолепная работа. В общем, кому надо такие детали, ребята, можете обращаться в DP Labs. Они вам обязательно сделают. Это я вам точно говорю. Ссылочки на ресурсы я оставлю в описании. Так что, кому нужно, обращайтесь. Ребята там бесконечно точат. Кто мне пишет, что не могут найти контакты, не могут связаться. Ну, кто-то может, понимаете. Работы навалом у них, постоянно что-то точат, а кто-то не может. Не знаю почему. Мне кажется, все возможно найти. Есть там и почты, есть и сайт, и все. Не могу на это налюбоваться, вы только посмотрите. Не, ребят, это произведение искусства, это шедевр. Это просто супер. Здесь у меня укрепление. Здесь у меня лунка под цепь. Хорошо бы, чтобы и здесь была такая перемычка, но так как тут у нас вот эта штука выпирает, она как бы создает там необходимую толщину. Ну, надеюсь, все будет прочно, все выдержит. Должно выдержать, потому что, даже я же говорю, просто под карбончик делают, прикручивают прямо на карбон, на какие-то минимальные закладные, и все работает. Машинка легкая, вот. Поэтому все должно будет работать хорошо. Но деталей мне тоже гигантское количество нужно будет выточить. Вот сюда. Это под амортизаторы, это дырки для регулировки длины амортизатора. Далее в каждую вот эту штуку, в это отверстие, их 4, нужно будет целый механизм с рокерами выточить на токарном станке из титана, из алюминия подвижные. Я уже сюда закупил подшипники, которые наполовину керамические. То есть не брезгую я керамическими подшипниками, стараюсь их применять, потому что они крутые. Здесь у нас отверстие под рулевой вал. Все это можно будет дорабатывать, расширять. Эти отверстия планировал под провода, под шланги. Ну, еще шланги где-то здесь должны будут проходить. Здесь вот такая толстая бобышка. Нужно будет нарезать резьбу и закручивать снизу, потому что сверху места нет. И сделал такую толстую, чтобы много алюминия было, можно было закрутить. Да, правда, если выпадет, будет не очень приятно. Ну, на фиксатор резьбы все это дело можно сажать. Это, ребята, шпангоут там, где проходят ноги. Почему я сделал его именно таким? Ну, во-первых, здесь силовая дуга, которая не будет давать сложиться. Все же ноги надо поберечь. И здесь очень толстый металл. Он вот тут немножко облегчен. А с этой стороны он даже не облегчен. В общем, здесь вся вот эта жесткость сделана для того, и массивность такая, чтобы не пробила рычагом корпус и не воткнулась в ногу, не было никаких проблем с ногами. Потому что он как бы посередине находится, там где коленки, там где ноги. Здесь проходят амортизаторы, здесь рулевой вал, как я уже говорил, провода там или еще что-то. Можно его еще немножко где-нибудь облегчить, хотя он не такой уж и тяжелый. На монокок будет еще дополнительно прикручиваться болтами, будет клеево-болтовое соединение, то есть вот эти уши, они будут скрепляться вот в этих точках с монококом. Это строго обязательно, ребята, по авиационному. Эта штука тоже с передней части. Здесь есть отверстие, опять же, с резьбой для рокеров. Но штука эта непростая, она делает вот так. Хлоп, она сюда вставляется, друзья. Здесь по ответным отверстиям я буду просверливать и нарезать резьбу, чтобы можно было скрепить. Но это еще не все, как вы думаете. Это все? Нет, друзья, мы если возьмем вот эту
деталь. Роскошную, красивую. Видим, что здесь тоже есть два отверстия и здесь есть углубление. Это углубление у нас вставляется вот так. И смотрите, что в итоге получается. Передняя часть в сборе. И при этом все точки идеально спозиционированы. Единственное, где они не спозиционированы, это снизу. Ну, то есть они могут как-то здесь гулять. Но это дело я могу палочками укрепить. И у меня полностью передняя клетка вот эта будет готова. Друзья, полностью готова, высокоточно. То есть здесь нет погрешности даже в полмиллиметра. Здесь максимум 1-2 десятки сумма всех погрешностей. И не из-за того, что хаз неточный, просто ведет алюминий. Это D16T высокопрочный. Его можно очень-очень сильно облегчать. Посмотрите, здесь есть карманчик такой. Как вы думаете, для чего этот карманчик? Это, наверное, баг какой-то. Какая-то непродуманность с моей стороны. Нет, друзья, не все так просто. Этот карманчик для того, чтобы мог заходить нос. Тоже как бы был бы шип-паз, позиционирование. И нос будет по кругу прикручиваться. Именно для этого такая большая ширина переднего шпангоута. Средний он как бы немножко меньше ширину имеет. Он просто крепится сам по себе, а этот, он еще и будет держать нос на себе. Здесь будут педали, все механизмы. Вот здесь, наверное, я побольше отверстия сделаю, чтобы доступ был к механизмам. Вот, а может и не буду делать, я не помню, надо оно там, не надо. Мы еще примерим педали и посмотрим, надо ли там делать отверстие или не надо. Потому что там стенка и так тонкая, она ничего не весит. Я надеюсь, оно стоило того, стоило проектирования, стоило изготовления. Вот так она выглядит в руках, эта вещь, друзья. Вот. Старался все учесть, ну там посмотрим, если что, будем дорабатывать уже по месту. Обычно все по месту все и делают. Так гораздо проще, я вам скажу. И ежели бы у меня не было доступа к 5-осевому фрезеру, я бы делал абсолютно по-другому, друзья. Я бы не стал бы уже вот так заморачиваться, не стал бы мега долго моделировать. У меня просто мозг взрывался. Я хотел смоделировать как можно лучше, как можно продуманнее. Раз уже станок за меня все это будет делать, то мне хотелось и смоделировать все четко. Но ежели бы я делал по месту, ребят, я бы делал совершенно все по-другому, вы уж поверьте. Я бы делал гораздо проще, и уже мы, наверное, с вами еще в том году поехали бы куда-нибудь на этом гоночном болиде. Офигеть, конечно, выглядит сумасшедшенкой-то. Если то была передняя часть, то это, как вы сами понимаете, деталь задней части. Довольно-таки увесистая плита. Если ее и облегчать, то я даже не могу понять как. Потому что вот здесь довольно тонкий металл, а вот эти дуги мне не хотелось бы убирать. И какого-то лишнего металла здесь я особо не наблюдаю. Ну, то есть все довольно-таки нормально. Ну, вот, допустим, вот это может толстоватая. Ну, если я ее даже облегчу, это тут 50 грамм уйдет. А вся она весит 4 килограмма, друзья. И вот смотрите, вроде бы здесь объемный кусок металла кажется, но нет. Здесь тоже он облегчен. Здесь оставлена бобышка для крепления к карбону. Ну, то есть я же буду все карбоном крепить, потому что это будет снаружи. И еще один интересный момент, почему я так спроектировал. Давайте подсоберем и этот узел. Он тоже собирается. Здесь даже резьбы нарезаны, можно даже скрутить все. Да, друзья, вы угадали. Именно титановыми болтиками здесь все крепится. Только титановыми. Смотрите, даже какие красавцы есть. И это тоже титан. Золотенькие. Я думаю, хейтерам это точно не понравится. Ну, куда деваться? Я ничего не скрываю, все показываю. Получается, что как-то так. Обратите внимание, какая здесь гигантская дыра. Сейчас расскажу для чего. Для удобства надо самый задний шпангоут поставить. Вот в его дизайне я не уверен, ребята. Не уверен в правильности. Может быть, по жесткости он получился просто сумасшедший.
Некоторых ребят немножко смутило, что вот здесь такой острый угол. Ребята, не смущайтесь, здесь оно крепится вот здесь к монококу. И вот здесь оно крепится к монококу. То есть оно как бы вот здесь особо не играет на какое-то там вот сгинание, выгинание, вырывание. Здесь еще добавится 5 миллиметров как минимум карбона, а может быть больше. Это все будет просто сумасшедшей жесткости. И вот это никаких проблем не доставит. Это самое меньшее из всей злости, которая может только быть. Почему я не уверен в дизайне? Может быть, надо было какие-то ровные здесь штуки такие сделать, линии, чтобы можно было заднее аэродинамическое крыло крепить, антикрыло, не знаю. Ну, сделал так, уже переделывать не буду. Крыло буду крепить в другом месте. Я его решил крепить к диффузору, который тоже будет карбоновый. Там же вот эти стойки я поставлю для крыла и между ними крыло. То есть решил делать так. Здесь тоже, смотрите, шип-пазик есть. Маленький. Ну, он сделан с одной лишь целью, чтобы спозиционировать вот в этом месте. Ух ты, тут десятка, что ли? Ничего себе. Но зато с другой стороны 2 восьмерки. Здесь 1 десятка, там 2 восьмерки. Так, и там крупная резьба, потому что не закручивается. Ну ладно, а я сейчас пойду возьму не золотенькие, а обычные болтики. Вот видите, нету нужных болтиков, придется опять заказывать. Нашел вот такие, это тоже китайские болты, но не той системы. И все же, ребята, скупой платит дважды. Эти болты я не могу никуда поставить, они настолько с мягкой сыромятины титановой сделаны, вы себе даже не представляете. Но они и стоят дешево. Естественно, я хотел сэкономить, не покупать какие-то модные, качественные болты, как, например, вот эти. С титана GR5, а эти GR2. Ну, то есть, цифра говорит сама за себя. Это типа как VT5, VT6, а это типа как VT0. Но зато у них большой шаг резьбы, и мы можем прикрутить сейчас на них, предварительно посмотреть. Хотя не хотелось бы вообще их вкручивать. Ну, куда деваться, других вариантов пока нет. Теперь посмотрите, как выглядит задняя часть. Опять же, все 8 креплений для рычагов идеально спозиционированы. И крепление под движок тоже спозиционировано. На вот эти места станут давно нам знакомые плиты, которые еще нужно дорабатывать, облегчать. Я их именно потому и не облегчал, что не знал, как они будут становиться и где делать отверстия. Ну, то есть я как бы примерно знал, но хотелось бы уже точно все определить. Потому что мне не хочется потом что-то переделывать, переиначивать. Эта штука тоже довольно-таки сложная, было ее изготовить непросто. Здесь вот видите, эксцентрик есть для натяжки цепи. Он зажимается болтиком, опять же, золотеньким. Вот, а ну-ка. Ну, не вставляется. Уж очень плотно. Ну ничего, вот здесь буквально надо чуть-чуть фрезернуть, потому что плита, она немножко больше, чем 20 миллиметров. Она как бы с запасом. 22 десятки, по-моему. Вот эти 2 десятки надо будет убрать, и тогда она четко в эти пазы станет. И можно будет просверлить отверстие, нарезать резьбу. Довольно много я металла там оставил. Опять же, когда я из-за того, что неправильно сразу спроектировал, переделывал эту деталь, я еще добавил там немножко мяса. Укрепил, сделал ее более прочную. Все же крепление двигателя. Ну, то есть здесь 2 точки крепления получается. Это со звездочкой. И потом еще на самом двигателе, там, по-моему, 2 точки, таких огромных, 2 жирных точки крепления есть. И еще можно как-нибудь доукрепить. Это уже когда будет монокок. Тогда уже можно будет кубатурить, как это сделать получше. Вот, и еще вам самая главная концепция. Я не могу сделать круглый монокок. Почему? Потому что нужен доступ к двигателю. Двигатель нужно как-то устанавливать. Именно поэтому плита вот эта, она съемная.
Именно поэтому здесь такие мощные крепления. Здесь два. Тут вот мощные такие, довольно-таки М10. И еще оно будет крепиться по бокам к монококу. Здесь, 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 здесь. И вот здесь тоже вот так будет крепиться. Мы плиту откручиваем. Тут есть мясо в некоторых местах для этого. Вот здесь. То есть силовые. Там, где рокера, там, где оно надо, там будет крепиться все намертво. Мы откручиваем, снимаем плиту, вынимаем двигатель вместе вот с этими штуковинами, их две. Вот. Хотя, возможно, можно было и вот так как-то вынимать его вверх. Ну, я так посмотрел, прикинул, что-то мне эта система не понравилась. Я решил все же, вот видите, вставилась. Я ее туда затолкал просто. Мне захотелось, чтобы оно вынималось именно удобно, легко, можно было цепь поменять. То есть, ну, чтобы было, так сказать, жизнеспособное. А не так, один раз собрал, а дальше как получится. Нет, мы по такому пути не идем. Раз уж делаем, раз уж проектируем, раз уж на 5-осевом станке у Дмитрия Палыча делаем, то надо все делать максимально хорошо и продуманно. Ну а теперь мы смотрим, что у нас получается в целом. Имеется две конструкции. И нам нужно всего лишь только их спозиционировать, облепить все это дело пенопластом и сделать монокок. Все очень просто относительно. Работы много, но в целом каких-то особых траблов быть не должно. Просто надо делать, делать и делать. И все получится точно и качественно. Всего лишь две сборки надо спозиционировать друг относительно друга. И все получится очень точно. Кинематика будет просто идеальная в плане точности. Как там я спроектировал, мы еще посмотрим. Ну, вроде бы тоже все нормально. Здесь короткоходная подвеска. Тут еще можно потом играться будет с углами. Все это дело надо перенастраивать, настраивать. Рычаги можно переделать. Короче, вариантов великое множество, великая масса вариантов. Надеюсь, до профильной ржавой трубы у нас дело никогда не дойдет, друзья. Надеюсь, так и будем делать восхитительные вещи из алюминия и карбончика. Те, кто пишут, что, мол, я это уже сам не делаю, ну а кто это делает? Я это спроектировал, во-первых. Во-вторых, я специально спроектировал из-за того, что мне позволили это сделать. Мне сделали такой роскошный подарок, сделали такие детали. Понимаете? Поэтому надеюсь на понимание, надеюсь, что вам по-прежнему все это дело нравится, нравится такой контент. Поэтому буду продолжать делать его. В следующем видеоролике мы постараемся что-нибудь из этого пооблегчать. Может быть, удастся довести все же до 12 килограмм, как я и планировал, а не 15. Здесь есть кое-какие места, которые смело прям можно облегчить. А еще хочу заморочиться и собрать в следующем видеоролике все это дело с рычагами. Показать вам, как оно выглядит уже с рычагами. Может быть, даже с кулаками, а может быть, даже и с колесами. Смотря сколько лайков вы, ребята, мне поставите, так и будет. Ну и что напишите в комментариях. Хотя бы одну штуку можно даже с колесами собрать, посмотреть кинематику. Ну и дальше можно делать кучу деталей, делать все, что угодно. Теперь у меня руки не связаны, могу делать, делать, делать и делать болит. Ну а у меня, собственно, все, друзья, на этом. Кому хочется сделать такие детали, подписывайтесь на канал Дмитрия Палыча, обращайтесь в компанию DP Labs. Ну а у меня на этом все. Всем пока, друзья. До новых встреч!